Здравствуйте, дорогие! Мы продолжаем наше путешествие по поводу чакр. И после предыдущего нашего эфира, когда мы говорили о нашей Вишудхи чакре, о нашей горловой чакре, мы переходим к следующей чакре, так называемая чакра третий глаз, или на санскрите это называется аджна чакра, который у нас находится вот здесь, вот на середине лба, физическая проекция этой чакры. Это следующий энергетический центр, который уже отвечает за более наше духовное развитие. Там уже преобладают более тонкие духовные энергии. Если, как мы помним, первые нижние чакры – это материальные энергии огня, земли, воды, стихии, или у нас наша сердечная чакра – это энергии воздуха, то, как мы помним, наша горловая чакра, там уже более тонкие вибрации идут, и уже энергия эфира, которая, в принципе, уже не материальная энергия, точнее, она материальная, но она более тонкая уже энергия, и, как мы помним, эфир – это пространство, из которого происходят уже все вот эти вот элементы огня, земли и воды, и воздуха. И аджна чакра – это уже не материальная энергия, это уже духовная энергия. То есть тут уже нет разделения как таковой на дуальности, на более такие низкие материальные энергии. И если мы говорим о аджне чакре, как я уже сказала, это известное для нас всех, это третий глаз, находится вот здесь на середине лба, и это уже духовная энергия. Цвет это у нас синий, белый, либо такой вот с фиолетовым, с таким вот более ненасыщенным оттенком, а более такой вот светлый такой фиолетовый. На физическом плане эта чакра, она отвечает за наш интеллект, за наш ум, за нашу способность мыслить, в том числе за наши глаза, за наш нос, как у нас проявляется дыхание. И так как это отвечает за наш ум, это железы такие, как гипофиз и гипоталамус. Естественно, так как это у нас уже идет проекция на наш мозг, то это отвечает за контроль за неокортексом и баланс между правым и левым полушарием. И также это проекция шишковидной железы. И шишковидная железа, как вы знаете, достаточно малоизученная железа. И до сих пор ученые не совсем понимают функции этой шишковидной железы, которая находится прямо внутри нашего мозга. Если мы видим два полушария, то шишковидная железа находится внутри, между этими полушариями. Это очень маленькая такая железа величиной с орех. И до сих пор непонятно, ученые до сих пор не могут ответить на вопрос, для чего же все-таки, какая же функция этой шишковидной железы. И оказывается, что именно правильная балансировка и раскрытие аджны чакры именно на физическом плане проявляется в гармоничном функции именно шишковидной железы. И именно шишковидная железа, ее правильная работа может способствовать таким способностям, как сейчас принято говорить, таким как телепатия, ясновидение, яснослышание, умение видеть энергии, тонких энергий, умение видеть, способность видеть будущее, способность видеть тонкие сущности, например. То есть это все отвечает на физическом плане шишковидная железа, а на энергетическом плане это раскрытая чакра третьего глаза. Также за управление, если говорить о функциях именно на более такой вот эмоциональном и интеллектуальном уровне, то аджна чакра – это фокус.
это контроль наших мыслей, контроль нашего ума, умение внутреннее видение и наше умение концентрировать наше внимание в том числе, умение балансировать чувств и мыслей, также управление нашим речевым центром и умение обрабатывать информацию. Как я уже сказала, это влияет на наш интеллект, то есть на наше умение именно фокусироваться, обрабатывать наши мысли, контролировать наши мысли. Как мы знаем, что в основном наши мысли, они имеют такой хаотический характер, и нам очень сложно их контролировать. И это можно очень легко проверить, если вы просто закроете глаза, и вы увидите, что мысли просто идут потоком, и вы просто не в состоянии их остановить. Особенно, когда это в спокойном состоянии, особенно, когда вы находитесь в состоянии стресса или что-то происходит в состоянии паники, мы просто не в состоянии управлять нашими мыслями, и мы просто бомбардируемся потоком тех эмоций, мыслей, которые просто приходят в наш ум. И развитая аджна чакра, она именно помогает нам, дает нам способность именно фокусироваться на том, на чем нам необходимо фокусироваться, дает очень сильный разум, очень сильный уровень сознания и осознанности и умение выбирать то, о чем мы хотим думать, и придавать этим мыслям силу. И вот именно это достигается в том числе и в йоге, и развитая аджна чакра помогает достичь таких способностей. Если мы говорим о том, какая ароматерапия может помочь раскрытию и сбалансированию третьего глаза, то это могут быть такие ароматы, как шафран, фиалка, жасмин, мята, даже такой неприятный запах, как запах нашатыри. Даже если вы помните, то нашатыр именно для того, чтобы применяется, для того, чтобы привести человека в чувство, сознания, то есть именно раскрыть вот это вот состояние фокуса и осознанности. И аромат базилика. Как минералы, которые могут влиять и помогать балансировать и раскрывать аджну чакру, это все минералы, такие как кварц. Он обладает очень сильным свойством именно проводить очень большую энергию и фокусировать эту энергию. Лазурит, сапфир и такой камень, как бриллиант, это алмаз, ограненный алмаз – это бриллиант. Он тоже помогает фокусировать наше внимание. Неспроста женщины любят бриллианты. И помогает раскрытию третьего глаза. Как я уже отметила, это влияние идет в основном на наш интеллект и на нашу способность нашего ума и функцию мозга. Такие планеты влияют проецируются на аджну чакру. Это планеты Меркурий и Уран. Это высшая планета. Биджа-мантра для этой чакры – это Аум. То есть это звук, уже духовный звук, из которого все остальные звуки происходят. Но мы не будем входить в более такие тонкие знания, духовные знания, так как я расскажу достаточно очень поверхностно о чакре третьего глаза. Что помогает, как проявляется раскрытая чакра третьего глаза, и что она помогает, если мы ее раскрываем и балансируем, что она помогает, как она нам помогает. И в первую очередь, так как это уже идут более такие божественные энергии, божественные состояния, более высокого уровня,
за пределами уже материальных, можно даже сказать, вибраций, то это осознание себя как божественной сущности, осознание себя более высокого, и не только себя, но и других, и понимание вот этого вот единения, всеобщности, и уже уровень осознанности поднимается на более высокий, на более такой вот божественный уровень. Понимание событий и причины этих событий, последствия этих событий. То есть появляется четкая картина и осознавание этой картины и кармических ее последствий. Почему, для чего это событие произошло, с чем оно связано и к чему оно приводит. То есть проявляется такое вот ясновидение, можно так сказать, и картина становится более четкой, более ясной. Потому что в основном у нас такое туннельное видение, то есть мы в основном идем такая вот, мы реагируем на любые события, которые происходят в нашей жизни. А люди, с которыми уже более высокий уровень осознанности и умение фокусироваться, и для них третий глаз уже достаточно развит, они уже видят очень много, и они очень понимают, они видят картину в целом, они видят картину целиком, и поэтому они не фокусируются на таких фрагментарных понятиях, то, что конкретно происходит в нашей жизни, а они видят всю цепочку связей и понимание, как эти связи были выстроены, и для чего они выстроены. Самое главное, для чего нам дано было это событие, и что мы можем из этого события извлечь для себя, какие уроки. Проявляется это тоже как умственные способности. То есть даже если вы знаете, наш ум, он настолько развит, такие способности, но мы их используем в основном на, по-моему, меньше даже 5% способностей нашего ума. Так вот, если мы начнем развивать в первую очередь наш фокус и развивать третий глаз, то наши умственные способности, они будут, то есть возможность нашего ума будет увеличиваться. И способности, умственные способности, такие как даже память, интеллект, фокусировка внимания, интуиция, это все будет развиваться. Осознание, как я уже сказала, картины в целиком. Понимание также закон Вселенной и видение, как эти законы Вселенной проявляются, и видение, как нужно поступить, чтобы быть в гармонии с этими законами Вселенной. Также появляется способность интуитивно обрабатывать информацию. И, например, такие способности, как очень многие йоги обладают такими способностями, они просто берут книгу и они понимают уже, что в этой книге находится. То есть они полностью сканируют всю информацию, для этого им не нужно читать каждую страницу, каждое предложение. То есть это уже такие сверхспособности начинают проявляться. Например, даже физическая гармония человека тоже зависит от развитой ажны чакры, потому что, как мы знаем, ум, он отвечает за все функции нашего организма, и железы в нашем мозгу, в том числе наша шишковидная железа, гипофиз, гипоталамус, они отвечают за гормональный баланс тоже в нашем организме. Если происходят какие-то сдвиги, то гормональный баланс тоже, как мы знаем, нарушается, и в нашем физическом теле это тоже проявляется как разные болезни. Мудрость, то есть понимание законов природы, понимание законов Вселенной, как жить в гармонии с ними. Спокойствие духа, способность правильно и спокойно реагировать на ситуации и умение удерживать это вот спокойствие, независимо от того, что происходит у нас в жизни. Духовное видение, экстрасенсорные способности, такие как ясновидение, яснослышание, яснознание, видеть тонкие энергии, телепатия, умение чтения мыслей на расстоянии и чтение другого человека. То есть вот это все, за что отвечает ажна чакра.
И так, как она проявляется гармонично, это вот обострение чувств, умение видения энергетики. И теперь, если бы говорить о том, что блокирует развитие аджны чакры, это наша вот обычная жизнь, это иллюзии, то есть жизни в каких-то вот иллюзорных состояниях, отвлеченность, механичность. То есть в основном мы все действия делаем механистически и абсолютно не задумываясь, не осознаем все, что мы делаем. Например, такие вещи, как просматривали этих всех рилов, роликов, отвлеченное сознание. Это все не способствует фокусировке нашего внимания и нашей осознанности. Восприятие мира только через свою личность, очень узкое восприятие мира, ограниченное сознание, или ограничиваться только на уровне эмоций, то есть неумение рассуждать, неумение мыслить и понимать в более рациональном плане. Негативное мышление в том числе. И проявляется это на физическом плане, например, как проблемы со слухом, проблемы со зрением. Например, деление мира на черное и белое, это как радикальное представление о мире. Непонимание, что происходит в жизни, то есть такое состояние как бы полностью реактивное такое состояние, когда идет просто реакция на события, но абсолютно теряешься и не понимаешь, не видишь всю картину целиком и видишь только фрагментарно. И вот это вот как пелена как будто бы на глазах, то есть интуиция не слышится, интуиция, абсолютно не понимаешь, почему это происходит и как реагировать, то есть такое вот состояние как отделенности получается. Неуверенность тоже в себе, беспокойство, страхи, волнение, напряжение, такой хаотический ум, когда мысли постоянно прыгают с одного полушария на другое, и ты не можешь расслабиться, не можешь успокоиться, не можешь понять и принять какое-то решение, постоянно в каком-то колеблющемся таком состоянии. Также ту музыку, те звуки, которые мы слушаем, это тоже влияет на наш ум и, соответственно, нашу аджна чакру. Как мы говорили уже на прошлом видео, когда мы говорили о нашей горловой чакре, то все звуки и всю музыку, которую мы воспринимаем, это все на уровне подсознания влияет на нас. И поэтому нужно подходить достаточно осознанно к тому, что мы слушаем и когда мы слушаем в том числе. Поэтому это все влияет на наше подсознание, на наш ум в том числе. Неумение организовывать, неумение строить распорядок, неумение строить стратегические планы, управлять временем в том числе. Пессимистические мысли, страхи, неврозы, это вот все негативно влияет на чакру третьего глаза. И проявляется, когда чакра уже совершенно дисбалансирована, она проявляется к таким болезнями, как таким состоянием, я бы так сказала, как, например, трудно сосредоточиться, с памятью начинаются проблемы, с вниманием, то есть сложно держать внимание долго на одном предмете. Такие болезни могут проявляться как шизофрения, в том числе головные боли. И любые болезни, связанные с психикой и с мозгом в том числе. Даже такие вещи, как инсульты, это все говорит о дисбалансе аджны чакры. И теперь можно сказать, что же делать для того, чтобы раскрывать и балансировать аджну чакру. В первую очередь это умение фокусировать свой ум. А это все медитативные практики,
все медитации, которые позволяют уму держать как можно больше, дольше по времени в состоянии фокусировки внимания. Даже если ум наш постоянно уходит из фокуса внимания, мы его должны постоянно возвращать и возвращать. То есть таким образом мы тренируем наш ум возвращаться и держать фокус внимания. Через какое-то время он научится более длительный промежуток времени находиться в состоянии покоя или состоянии именно фокуса внимания. Например, такие рутинные вещи, например, для женщины, как вышивание, тоже очень помогает фокусировке внимания. Или какая-то вот ручная работа, связанная с руками, но полностью требующая нашу осознанность. И выполнять эту работу нужно не механистично, а именно вот полностью с вниманием. Например, такие техники, как техника со свечой, например, или с каким-то любым предметом. Просто нужно поставить этот предмет перед собой, либо на уровне лба, и держать и смотреть. Ну, свечу можно пониже, а предмет можно вот на уровень аджны чакры. И держать фокус как можно дольше. То есть вы увидите, что ум будет постоянно уходить и думать о чем-то там своем, и мысли будут бомбардировать, но тем не менее нужно оставаться и держать этот фокус внимания на предмете или на свече. Йога, например, любые практики на раскрытие и балансировки аджны чакры. В йоге тоже есть асаны для раскрытия аджны чакры. Ну, то, что мне сейчас приходит на ум, это, по-моему, называется асана пук, когда ноги закидываются за голову, когда ты лежишь на спине, ноги закидываются за голову. Это хорошая асана для балансировки аджны чакры. Также посещение мест силы, таких как храмы, места силы, энергетически сильные места. Они очищают не только нашу энергетику и поднимают наши вибрации, но они тоже очищают и нашу чакру третьего глаза. Тренировать силу мыслей и образов. Но это такие практики, когда нужно представлять, например, или запоминать то, что происходило в комнате, либо умение представлять тоже, видеть это изображение перед внутренним взором, так называемым. Либо нужно смотреть, например, на фотографию долгое время, желательно, конечно, какого-то святого человека, более возвышенного человека, и закрывать глаза и видеть этого человека на своем внутреннем экране, так сказать. И либо визуализировать, так сказать, визуализация. Это все помогает раскрытию третьего глаза. Также нужно тренироваться и уметь видеть энергии. Например, такое простое упражнение, как видеть, например, ауру. Мы все имеем эту способность, просто мы никогда этим не занимались в основном и не знаем, как это делать. Но это очень просто. Даже если вы пойдете гулять и посмотрите на какое-нибудь дерево, даже на собственные руки в том числе, но смотреть нужно не фокусироваться не на, например, пальцы или не на крону дерева, а нужно смотреть через. Как бы ты смотришь сквозь, например, пальцы рук или смотришь сквозь крону дерева. И тогда вы увидите такую вот светлую оболочку вокруг тела. Вот это и есть энергетическая аура. И таким образом вы уже будете тренировать собственный ум, умение видеть вот эти вот тонкие энергии. И чем дольше и больше вы будете практиковать, чем больше вы будете очищать и раскрывать третий глаз, тем больше возможностей будет раскрываться, и тем больше видение энергии у вас начнет проявляться. И даже можно увидеть, например, ауру, цвет ауры, все это можно видеть. Но начинать можно, вот, потому что это все тренинги, и все это приходит со временем, если регулярно этим практиковать.
Вот такие вот простые техники, абсолютно не секретные, можно даже так сказать, помогут именно балансировать и раскрывать аджну чакру. Ну и самое главное, конечно, это умение фокусироваться, умение контролировать свои мысли. Это очень мощные практики, но они очень труднодоступны и требуют очень длительных тренингов тоже. Поэтому я желаю вам успехов на этом поприще и раскрытии своей чакры третьего глаза. До новых встреч. Спасибо вам большое.